Сегодня и завтра должна осуществиться моя дагестанская мечта. Уже нет задачи минимум, у нас есть задача максимум. Весь этот подъем. Камень, палка, ваши союзники. Нету мест, ребята, нету мест. Чуть-чуть посидеть, чуть-чуть отдохнуть. Мы встали аж за 2 часа до рассвета. Это был лучший рассвет, который я встречал в своей жизни. Это надо прийти и увидеть. Неописуемое зрелище. Это фантастика какая-то. Каждый должен подняться. Вот так вот подниматься на высоту 3500 метров. Снежок можно встретить. Я вообще-то думала, что я не дойду. Я думала, до озера дойти бы. Но я дошла. Всем привет! Я спешу, очень спешу. Сейчас в село Мискинже, откуда начнется мое восхождение на Шалбуздак. Сегодня и завтра должна осуществиться моя дагестанская мечта. Поэтому вставочку эту делаю просто на полном ходу. Надо успеть забраться в базовый лагерь до заката. Увидимся позже. Шалбуздак – одна из самых высоких вершин Дагестана. Ее высота – 4142 метра. Это на 300 метров ниже горы Базурдюзю, самой высокой вершины Дагестана. От подъема на Шалбуздак я испытал невероятный взрыв эмоций. Это одно из самых лучших мест, которые я посетил не только в Дагестане, но и вообще за всю свою жизнь. В этом видео я расскажу вам о своем опыте восхождения на Шалбуздак. Поделюсь с вами полезными советами, эмоциями и красивыми кадрами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и присаживайтесь поудобнее. Мы отправляемся на самую красивую гору страны гор. Мискинжа – село на правом берегу реки Самур, у самого подножия Шалбуздага. Большинство туристов и паломников начинают восхождение на Шалбуздак именно со стороны села Мискинжа, и я не стал исключением. План подъема был следующий. Сначала подъем пешком от села Мискинжа до базового лагеря для паломников и туристов. Затем ночевка в базовом лагере, ну и финальный этап – подъем с утра до главной смотровой площадки на высоте 3800 метров. Путь намечался нелегкий. На такую высоту я поднимался впервые, поэтому решил взять с собой только самое необходимое. Я хотел подниматься в горы налегке. В общем, вот мой набор. То, что я беру с собой, это 2 бутылочки маленьких воды, 2 бананчика, уже немножко чернеть начали. Здесь пастила, фиников, пакетик, одежда, водолазка и кофта. Причем на мне есть еще вот курточка, трекинговые кроссовки с подошвой, которая пройдет по любым горам. Аккумуляторы для GoPro 3 штуки. И сама GoPro в кармане. Сумка для квадрокоптера. Зарядка от телефона и пауэрбанк. И штатив. Штатив для того, чтобы... Ну, рюкзачок, в котором еще документы, помимо всего прочего. В общем, надеюсь, всего этого будет достаточно. Как я это все умудрился засунуть в рюкзак и в сумку от коптера, вообще не соображу. Но пришлось 1 бутылочку воды, правда, вытащить. Вы, конечно, видите, что меня кто-то снимает на камеру. Я отправился в это непростое путешествие не один. И вам я тоже не рекомендую отправляться на Шалбуздак в одиночку. Найдите гида, возьмите друзей, ну или на крайняк присоединитесь к паломникам. Ганифа – местный фотограф и путешественник. Подписывайтесь на его страничку в Инстаграме, ссылка будет в описании. Обещаю, вы залюбуетесь его красивыми кадрами. Ну и на нашу страничку тоже подпишитесь, там тоже очень интересно. Сейчас мы отправимся, в общем, уже с Ганифой в путь, пешком до базового лагеря, это первый этап. Салам алейкум. Алейкум салам. Ганифа подготовлен по максимуму,
с палочкой, с большим рюкзаком. Для больших собак. Для больших собак. У меня есть штатив, я буду штативом отбиваться. Задача у нас стоит непростая. Пока я ехал до села Ахты из Гуниба, и пока мы искали там жилье, чтобы оставить жену и сына, время тикало, и уже полдень прошел, уже сейчас... Сколько времени? Уже сейчас 3 часа, почти 3:30, и нам нужно часа за 4 по максимуму быстро достигнуть базового лагеря, что очень непросто. Какое расстояние до базового лагеря примерно отсюда, с Мискинжи? Где-то 16-17 километров. 16-17 километров. 4 часа, да, идти? Если быстро. Ну, так, средним ходом, да. Но местные поднимаются за 3 часа. Поэтому сразу же уже нет задачи минимум, у нас есть задача максимум. Потому что если мы не за 4, а за 5-6 часов будем добираться, то там уже стемнеет. Время поджимает. Мы должны успеть отдохнуть, еще завтра подниматься на высоту 3800. Это будет тяжко прям. Но ничего, это того стоит, честно говоря. Вот завтра увидите всю красоту и сегодняшнюю красоту по дороге. Обычно паломники и туристы не идут пешком на Шалбуздак с самого подножия, от села, а преодолевают это расстояние на машинах. Но я подумал, как я смогу потом говорить, что поднялся на Шалбуздак, если большую часть пути буду трястись в УАЗике? Если уж подниматься, то по-настоящему. Я пройду весь путь пешком. Только хардкор. А путь реально сложный. На медленном темпе будем подниматься. Конечно, не будем торопиться. Главное поймать один темп. Все. Подъем в горы можно сравнить как с бегом на дальней дистанции. Если ты стартанешь резво, то ты сдохнешь на полпути. Если ты возьмешь свой темп, который ты можешь выдержать, но не слишком быстрый, и примерно в этом темпе большую часть дистанции идти, то вершина горы будет тебя ждать. Давно не поднимался, честно говоря. Где-то уже 3-4 лета. До лагеря, в смысле базового, да? Да. Так постоянно на машине поднимаюсь, уже привык на машине. В чем плюс идти пешком? Можно остановиться в любой момент, можно увидеть то, что ты не увидишь, когда пролетишь на машине. Поэтому у нас сегодня прямо полноценное восхождение намечается с подножия. И завтра мы дойдем до отметки 3800. Я никогда не поднимался выше 3000 метров. У всех организм по-разному себя ведет. У некоторых начинается горная болезнь. Ну, организм не подкачай. Первый подъем на пути. Такой вот большой-большой холм. Это, конечно, еще близко не вершина даже. Ага, это первый подъем. И для меня, для местных, всем дается первый подъем тяжко, как бы. Из-за того, что сразу не привыкать к подъему, поэтому. А уже дальше уже ты привыкаешь к подъемам, уже к нагрузкам. Вот первый подъем сейчас мы потихоньку пройдем, и уже дальше будет легко. Честно, меня бесит этот подъем. Не знаю, постоянно не нравится этот подъем. Часики подъем. У меня где-то на заднем плане, может быть, вы увидите, Гетиндак гора. Я сначала при подъезде в Докуспаринский район подумал, что это Шалбуздак. Но нет, мы проехали дальше и стало понятно, что это не Шалбуздак, это Гетиндак. Но тоже очень живописная гора, одиночная такая. Немножко дымка там над ним зависла. Но горы любят такое дело, цеплять облака. А вот это, наверное, уже вершина Шалбуздага. Вон сзади тебя. Да, это просто Шалбуздак пока закрыто облаками. А
А так видно обычно красиво. То есть это не самый верх? Нет, там еще вот такая громила прям гора. По пути Ганифа обратил мое внимание на большой расколотый камень. Говорят, его расколола молния, и об этом знают все местные жители. Ганифа, что случилось? Че перебываешься, на пляж пришел? Да все уже. Приехали. Приехали, остановка конечная. Мозоли все пятки. Я не хочу, чтобы большие мозоли были. Когда вы идете в горы, обувь — это практически главное, о чем следует задуматься. Надо подобрать удобную обувь, желательно горные, кроссовки трекинговые, чтобы хорошо цеплялись и чтобы, главное, по ноге сидели. Потому что кроссовки-то можно купить там дорогущие, там хорошие, горные. Но если они не будут сидеть на ноге, то грош им цена. Потом будут мозоли и все. И ваше восхождение превратится в муку. Как вариант, брать с собой запасную пару обуви, тапочки. Ну, не знаю, как у тебя получится в тапочках. Тяжело будет. Тапочки самый топ. Прошло немного времени, и я стал использовать штатив как палку для ходьбы. Изобретательность и смекалка. Меня частенько нервировало, как лают большие собаки местных пастухов. Ганифа тоже предлагала обходить их стороной. Здесь большие собаки немножко разлаялись. Берете большой камень на всякий пожарный. И палки, все. Камень, палка, ваши союзники. Нас облаяли местные собаки, охраняют пастбище. Правда, тут на нем сейчас никого не пасется. Пасутся одни эти собаки. Опасаться особо нечего, но думаю, лучше к ним лишний раз не приближаться. Почему ты все время обходил вот этих больших псов, которые охраняли стада? Чем вызван этот страх? Были какие-то случаи, когда эти собаки нападали на людей? Одна случай была, честно говоря. На мужика напали, короче, ее чуть-чуть ноги загрызли и его увезли в скорую. Но я просто не хочу, я чуть-чуть, конечно, боюсь вот этих больших собак, честно говоря. Не хочу на них идти и для себя вот проблем создавать. И для тебя, конечно, создавать проблемы. Собаки разные, есть нормальные такие, спокойные, есть такие дикие, прям нападают. От них можно что-нибудь неожиданно ожидать. Но лучше не рисковать. Бегут, спешат. Мимо нас вниз галопом пробежало стадо коров. Неожиданная картина. В горах пока такого не видел. Когда прям вниз бодро, так бодрячком бегут коровы с пастбищ наверху. Салам алейкум. Да не буду, вот ноги сниму. Говорит, играет. Наверное, телефон играет параллельно. 21 век, в горах пастухи играют в телефон. Ну а что делать весь день? Не пытайтесь идти без остановок, потому что так вы быстро выдохнетесь. Надо держать более-менее ровный темп и останавливаться каждый, может быть, полчаса, минут на 5-10. Вполне нормальный темп. Лучше всего прислушиваться к своему организму. Если вы чувствуете, что устаете, но отдохните. Никуда от вас шалбуздак не уйдет. Село Мескинджи находится на абсолютной высоте около 1000 метров, чуть больше. Мы сейчас предположительно уже пересекли отметку 1500 метров над уровнем моря, может уже 1700. 1840 как раз. 1840. Около 3000 метров находится базовый лагерь. Ну, идти нам еще далеко. Идти нам еще далеко, да. Прошли мы еще меньше половины пути. Уже немного подустали, а еще становится прохладно. Уже такой холодный ветерок прям. Потому что вечереет еще одновременно. Ну и поднимаемся выше. Больше открываемся ветрам. Пересекаем сейчас дорогу. Вот эта дорога, по которой до базового лагеря транспорт довезет вас. Но это будет стоить... Сколько это будет стоить? Минимальная цена 3500. 3500 это прям, если ты один, допустим, взял, да? Да.
Получается 7 человек по 500 рублей, если вы группой пойдете. Да, да. Ну вот, так что думайте, решайте. Либо 4 часа пешей ходьбы, даже 5, да, может быть. Либо денежки и транспорт добросит вас. Проехать здесь под силу только внедорожникам и буханкам, хотя местные умудряются заезжать и на приорах. При влажной дороге, в дожди или не в сезон, соваться сюда не стоит на любом виде транспорта. Так не делай больше. Вот этот пойдем преодолеть. Там еще второй пойдем. Дальше чуть-чуть осталось. Это родники, что ли? Да. Здесь есть вот по всему пути вот такие родники. Сейчас воду наберем, попьем. Ну как ощущение? Вот так вот набираем бутылочки, воду пополняем, запасы нашей провизии и двигаем дальше. Нам уже осталось меньше половины пути. И идти становится все легче и легче. Подбадриваю я себя. В чем преимущество большого рюкзака? В него больше влезет. А в чем его недостаток? Главный. Спина болит. И ноги. Идешь, а впереди новая ступенька, новый крутой подъем. И каждый раз думаешь, вот, блин, поднялся, ура, а дальше снова такая же песня. Не ожидал. Вообще не готов физически. На бедра устали прям. Большую часть пути мы прошли довольно бодро. Возможно, мы успели бы в лагерь, пока не стемнело, если бы не красивые кадры вокруг. Было сложно удержаться и не остановиться несколько раз поснимать. Немного успели на красивейший закат здесь. Немножко закрыто тучами, но это добавляет такой изюминки. Свет пробивается. Очень красивый вид. Наслаждаемся и снимаем. Вот там вон хорошо дым прям стелется в облаках. Дымка. Вот теплые вещи пригождаются. Становится прохладненько прям. Уже к вечерку. Но у меня есть водолазочка. Сейчас мы стоим на 2400 метров. До базового лагеря осталось еще 600 метров вверх. Но это пустяки по сравнению с тем, что мы уже поднялись. Утепляемся. Вот охота идет. Впереди виднеются огни. Это и есть базовый лагерь. Еще немножко, и мы дойдем туда. Пока еще не совсем стемнело, нам надо подобраться как можно ближе туда. Это кажется, что до него рукой подать. Но когда идешь в горы, всегда получается дольше и сложнее проходить, казалось бы, такие небольшие дистанции. Если вы думали, гадали, что это за гламурный розовый бант у меня на штативе, то это дождевик, который я не до конца засунул, потому что просто уже надоело. Поэтому иду с такой вот поднимающей настроение розовой штукой. Последние 1,5-2 часа подъема стали для нас настоящей мукой. Мышцы забились, ноги просто отказывались нести нас в гору. У Ганифы сильно заболела спина. Я видел его страдания, ну и сам ощущал неимоверную усталость. Я был уже готов отказаться от плана весь путь идти пешком и вместе с Ганифой попроситься в следующий проезжающий мимо автомобиль. Если буханка будет, я точно сяду. Проскочил УАЗик, пешком идем. Очередная буханка мимо проезжает. Нет,
Нету мест, ребята, нету мест. Ай-яй-яй. Не повезло Ганифе, у него спина отваливается. Последние пару сотен метров вверх осталось, а силы уже на исходе. Где-то идти километров 2,5. Ну, не так много. Я не знаю, видно ли меня еще или нет. Но стемнело уже почти полностью. А огоньки лагеря еще как-то далеко. Нам еще надо идти, а мы уже все устали. Вот такая вот нелегкая дорога. От подножия подниматься на Шалбуздак. Тут вечеринка охов и вздохов, потому что мы действительно пришли сюда очень уставшие, на последнем просто издыхании, на последнем, можно сказать, рубеже подъема. Остановились все-таки чуть-чуть посидеть, чуть-чуть отдохнуть. Идем уже с фонариками, потому что иначе тут просто очень тяжело проходить через такие места. Очень легко оступиться, поскользнуться на траве, на камне. И так поднимаемся. Осталось совсем чуть-чуть, мы уже близко. Да, конечно, сила на исходе. Хоть ползи. Но сейчас чуть-чуть более-менее вроде мне стало. Наконец это свершилось. Мы поднялись на высоту 3000 метров и вышли к базовому лагерю. Я, конечно, ныл. Я хотел сесть на буханке, но не получилось. Значит, не судьба. Судьба была до конца идти. Восхождение к базовому лагерю оказалось немного сложнее, чем я думал. Ну как немного? Намного сложнее. Я ни разу таких восхождений в жизни, конечно, не совершал. Но мы получаем в награду отличный бонус. Завтра идти столько же. Да. Так, куда мы подходим? Вот. Прошу вас всех туристов, которые сюда приезжают, и паломники, в том числе, не нарушать здесь дисциплину. Есть здесь своя дисциплина, как бы. Не материться, не слушать музыку открыто. Ну, и вообще нельзя вообще слушать музыку здесь, потому что священная вера тут образовалась вот так, не знаю, сколько лет назад, и так и идет. Не засорять, пожалуйста, нигде. Не там внизу, и там наверху, пожалуйста, нигде не засоряйте, пожалуйста, я вас умоляю, я вас по-человечески прошу. Вот. И когда вы еще приходите, нельзя еще ходить в шортах здесь. Нельзя. Ну, здесь такая дисциплина. Ну, по религии нельзя. В шортах нельзя. И девушкам еще, обращаю внимание, открыто не ходить, короче. Голова не должна быть открытой. И ниже талии тоже, пожалуйста. Покрыто все было. Спасибо за рекомендации. Прошу вас с уважением относиться к этим правилам. Несколько слов хочу сказать про священность горы. Священной ее считают некоторые мусульмане, в основном шииты. Но не только они. На паломничество сюда приезжают и из других районов Дагестана. И не только шииты. Ну и не только из Дагестана. Я неоднократно сталкивался со спорами среди мусульман по поводу священности Шалбуздага. Призываю вас с уважением и терпимостью относиться к традициям и вероисповеданию друг друга. Каждый имеет право на свои убеждения, веру и религию до тех пор, пока они не навязываются и не мешают жить другим. Больше всего паломников поднимается на Шалбуздак в июле и в августе. Мы поднимались на гору в конце июля. В это время для паломников и туристов в базовом лагере работает столовая. Там вы можете бесплатно поужинать и позавтракать. Тоже на Шалбуздак поднимаетесь? Шалбуздак и дальше. Дальше Шалбуздак. Куда дальше? Куруш. Куруш. Да, брат. А прямо это, через Шалбуздак в Куруш? Или как? Обойдем гребень Вы на УАЗике были? и пойдем. Да, Вадик. Зелёный. Да. То есть подниматься... Остановил? Да, где пальцы? Там хотел. Я руку поднял, меня остановил. Да?
Я, блин, потом вот только в телефоне только увидел. В Инстаграм тебе написал, ты не ответил. Ну, связь, да? Там Не ставим, есть. не ставим. А если бы подкинули, ты был бы не против, да? Да? Может, поем тут? Как С это? мясом хочешь? Тут оплачивать, да? Это сколько это стоит? Нет? Бесплатно? Да, сейчас здесь бесплатно. Да ладно. И вот когда вы там садитесь, пожалуйста, да, вот смотрите, вот. Вон с той стороны, да, с ним? Ну, садишься? вообще вот везде, вот здесь можно сидеть, вот. И, пожалуйста, вы когда покушали, да, за собой убирайте, пожалуйста. Вот, убирайте вот сюда, вот, кран теплый, да, все есть. Помойте свои стаканы и еще также тарелки. Вот. А вот здесь бесплатное питание, а кто это спонсирует? Спонсирует все, кто это закидывает в кассу, вот, что кто хотят закидывать, вот, закидывают в кассу, оттуда вытаскивают, и все на этом деньгам, и все кормим, все, что поем, все от этого кассы получают. Угу. Получается, на средства благотворительные. Да, да, именно вот так, брат. Я взял себе вот такого вот горяченького супчика. Самое то после подъема и перед новым. Здравствуйте, а вы откуда? Здравствуйте, я из Москвы. Что вас подвигло сюда прийти? 4-й год мечтала подняться на шоу «Буздак», приезжала, посещала другие места, и вот наконец-то выросла на 4-й год до шоу «Буздага». Сюда как поднялись? Вот это было? На УАЗике. Ну, такой легкий подъем. Да, очень легкий, но завтра будет тяжелый. Поэтому думаю, что все будет классно. Мои родители родились в Дагестане, поэтому я сюда приезжаю почти каждый отпуск. Объездила где-то половину, но в Юждаге первый раз. Очень понравилось и думаю приехать сюда осенью. Советую очень сильно вашим подписчикам посетить Гунип и подняться на маяк. Пока что это топовое место, которое меня впечатлило, и постоянно о нем вспоминаю. Представляете, 3 дня назад поднимался на маяк, на Гунип. И как? Ну, без слов просто. Вот, Очень это круто. Альпы, дагестанские Альпы. Я жила в палатках на Брейве, на Верхнем Гунибе. Вот, и пока что это топовое место, которое я могу порекомендовать туристам. В базовом лагере есть 2 помещения для сна с матрасами, подушками и одеялами. Одна комната для мужчин, а другая для женщин. Место здесь найдется каждому. Относятся здесь хорошо как к паломникам, так и к туристам. Атмосфера довольно дружелюбная. Какое время года лучше подниматься на Шалбуздак? После середины июля. Самое так нормальное время. Ну, я так могу сказать. После середины июля тут как бы сезон открыт. Здесь есть чай, столовая, еда можно попадаться тоже. Когда как, ну, с собой лучше возьмите, конечно. Гостиница есть, там все бесплатно, матрасы, все есть. А так самое так прямо посмотреть всю красоту, да, допустим, где-то в июне, середине июня или в начале июня можно приехать. Но тогда вообще безлюдно будет, столовая все эти закрыто будет. А Тогда чем, придется вам все снаряжение с собой взять. а чем там именно красивее в июне? В июне именно все зелень, прям все это, все зелено, красиво прям. Угу. По пути это нижняя Да, часть. да, именно нижний час очень красиво, прям глаза радуются. А сейчас просто все выгорело. Ну так. А в Шалбуздаге тут особо травы нету. Здесь одни камни, все, атмосфера есть марсианский. Вот. Сразу предупреждаю, что несмотря на мягкие матрасы, уснуть в новом месте рядом с чужими людьми у вас может не получиться. Плюс берите в расчет акклиматизацию и усталость, если вы поднимались пешком. Мне в ту ночь удалось поспать, минут 20 от силы. Я завел будильник на 2:30. Наш план был таков: встать, быстро позавтракать, собраться и выйти за 2 часа до рассвета. Мы с Ганифой хотели встретить рассвет в максимально красивом месте. В общем, поспал я неважно. Было достаточно, несмотря на то, что удобно, потому что были хорошие мягкие матрасы и теплое одеяло, удобная подушка. В принципе, спать было комфортно, но было много
Рядом народу, кто-то там храпит, кто-то шевелится. А потом еще будильник у меня сработал. На час раньше ошибочно завел. И вот пришлось просыпаться. Но несмотря на это, я прям бодрячком, потому что путь на Шалбуздаг, он сам по себе бодрит. К нашей небольшой группе присоединились еще 2 новых попутчика. Как зовут? А тебя, Эрик? Да, алейкум ассалам. Как ты просил меня сегодня разбудить? Я бужу, а ты говоришь, я с другой группой. И прикинь, короче, группа недавно закончилась. Вчера, короче, группа приехала тоже у Ильяса. Я с ними так хорошо сообщался, с группой их тоже так, хорошо, короче, сообщался. Подружились, короче. Да, ушел спать. И сон тоже приснился с турами, что-то там. Лехе сказал вчера, я говорю, что, на рассвете уходите, меня тоже разбудите, я с вами пойду. С утра меня Леха будет, короче, давай, говорит, что ты, как там? Я ему такой говорю, я совсем забыл, говорю, я же с группой приехал, как я группу одну оставлю с вами на рассвет, пойду, мы с ними должны пойти, типа, на рассвете, и ложусь спать. Ложусь и такой думаю, вот какая группа, ты один сюда приехал. Да, ничего не видно, утром снимешь. Все видно. Не, ничего. Ты сам откуда вас? Я с Оренбурга. Дагестан это сила. Блогер, да? Да. Сегодня... Меня тоже добавляй. Сейчас, погоди. Сегодня пятница. Мы попали так вот на пятницу, потому что перенесли из-за дождя восхождение на 1 день. А пятница — это, видимо, день, выбранный многими мусульманами для паломничества. Именно священный день для мусульман. Поэтому здесь за нами тянется вереница паломников, которые многие проснулись даже еще раньше нас, несмотря на то, что мы встали аж за 2 часа до рассвета. Это был, без преувеличения, вообще без всякого преувеличения, лучший рассвет, который я встречал в своей жизни. Это мега бомбический рассвет. Это просто... Это колоссально. Виды на Шалбуздаге вообще шикарнейшие. Как всходило солнце, как это все было хорошо открыто облаками. Я это вообще никогда не забуду. Вышла со спины. Было бы классно, если бы он вперед полетел. Да? Давай снова. Причем знаешь даже как? Смотри. Ты вот сейчас так его запускаешь, он вперед начинает улетать. Все, пошла. Не нажимай пока. Я просто до этого не нажимал. Стартуй, да? Сейчас, наоборот, надо его это выключить теперь. Ага. Все, работает. Так не делай больше.
Ты скажи, что он творит, да, своими вещами. Он сейчас у подписчиков еще один дрон будет, да, еще один дрон собирает. Я сам испугался. Хотел его дрон, но сам. Не, все датчики в норме, все нормально. Все нормально? Да. Окей. Давай. Сейчас, погоди, ракурс подберу. Так, я, значит, вот так вот встану. И вот так вот, короче, он улетит. Все. Я все подобрал, короче. Он снимает уже давно. Ты там сам будешь обрезать потом. Да. Как тебе рассвет? А? Как тебе рассвет? Для меня рассвет нормальный. Ну как ощущение, Лёша? Нереально. Это... Ты там не закрываешь камеру? Не-не-не. Это космос. Это космос. Шилбуздак поражает. Просто этим рассветом он просто меня выбил из колеи. Я просто в шоке. Мне хотелось его заснять просто со всех камер, но я не мог это делать одновременно. Это очень сложно, честно говоря. Но самое главное, я заснял это в своей памяти, и я теперь его просто никогда не забуду. Как говорится, глаза фоткает и снимает, и все в голове. Рассвет встречали, было бомбезно. Сейчас мы идем дальше наверх. На высоту 3800 сейчас будем встречать озеро. В первую очередь. Потом уже дальше пойдем на последнюю точку. И будем запустить Лёши на квадрокоптер. Обязательно. И будет нормально. Все будет в Ютубе. Все увидите. Вот наш лагерь. Остался внизу базовый лагерь для всех туристов и паломников. И какая гряда вершин просто позади. Виды тут просто нереальные, настоящий Марс. Инопланетные просто ландшафты. Мы чувствуем себя покорителями другой планеты. Это вообще восторг. Вереница туристов и паломников тянулась длинной цепочкой. Каждый был готов помочь другому. Угостить, показать дорогу, да и просто подбодрить. Здесь царила максимально доброжелательная атмосфера. Выхожу к озеру. В горах здесь есть вот такое вот небольшое озеро, оно покрыто коркой льда. Это офигеть просто. Оно реально покрыто коркой льда. Офигеть. Вот здесь лед. Вау, просто льдинки здесь. Офигеть. Я могу эту льдинку взять. Представляете? Офигеть. Это фантастика какая-то. Всем привет. Это я и моя льдинка. Горное озеро Зам-Зам с ледяной чистой голубой водой – это сказочно красивое место. Я был поражен коркой льда на нем и радовался, как ребенок от всего сердца. Головой я понимал, конечно, что в этом нет ничего удивительного, ведь озеро находится в тени между двух скал и на высоте более 3500 метров. Но черт возьми, не мешайте мне удивляться. От озера Зам-Зам до смотровой площадки идти оставалось уже немного, по сравнению с той дорогой, которую мы уже прошли. Вон там виднеется гора в форме медвежонка. Забавно природа соорудила. Офигеть! Представляете? А мне показал Биг. Здесь просто снежок. Снежок.
Здесь лежит снежок, вот в тени. Он не растаял, интересно, когда он выпал. Вот это да. Вот так вот подниматься на высоту 3500 метров. Снежок можно встретить. Класс вообще. На высоте выше 4000 метров снег лежит круглый год, потому что солнцу сложно прогревать разреженный воздух, а от снега солнечные лучи просто отражаются. А на высоте чуть ниже 4000 метров, где мы и находились, снег круглый год остается в горных складках. Свет и тепло просто не успевают доходить сюда в таких количествах, чтобы снег полностью растаял. Финал маршрута – каменистая возвышенность посреди просторной, безжизненной долины. Главная смотровая площадка находится на высоте 3800 метров над уровнем моря. Эта местность имеет красивое название – Пир Эренлар. Дойти до конца в случае с Шолбуздагом – это не просто поставить галочку. Здесь мы, несмотря на всю свою усталость, почувствовали воодушевление и восторг. От таких пейзажей просто дух захватывает. Как впечатление от Шолбуздага, от пути на Шолбуздаг? Впечатление превосходное. Во второй раз здесь сегодня поднимались на рассвете. Это неописуемое зрелище. Каждый должен подняться. Здесь потом отдохнуть и потом с легкой душой спуститься и поехать покорять другие вершины Дагестана. Какие в планах? По Баку. Или по Баку. А сколько она высотой? 3800, кажется. 3800. Ну тоже. Ну тоже плюс-минус. Тоже на эту же высоту. На эту же высоту, да. Вот так. Первый раз поднялись с семьей. Я вообще-то думала, что я не дойду. Я думала, до озера дойти бы. Но я дошла. Здесь дырка. Кто-то тут лезет. Салам алейкум. Алейкум салам. Эту узкую расщелину между двух скал называют грехомером. Считается, что грешники через нее не пройдут. Я думаю, что каждый может дойти. Единственное, не каждый может пройти вон там. А так кайфово. Просто виды, это супер. Это же надо видеть. Это надо прийти и увидеть. Это невозможно. Оттуда посмотреть видео и все. Не, вот видео это не передает. Надо прийти. Надо не верить, а проверять. Прийти. Опа. Кайф. Приходите, ребята. Испытайте себя. Смогли мы, смогли и вы. Сможете вы. На фоне каменного уступа с десятками каменных туров и ленточек вздымается вверх вершина красавца Шолбуздага. На самый пик, высоту 4142 метра, можно забраться только с альпинистским снаряжением и альпинистским опытом. Если же вы не альпинист, то чтобы покорить Шолбуздаг, вернее, чтобы он покорил вас, достаточно подняться до смотровой площадки. Скорее всего, эмоции останутся у вас на всю жизнь. Ниже 400 метров от вершины собралось много туристов и паломников. И все просто наслаждаются этой красотой. Природа создает неповторимые виды. А кое-кто тут прям прикорнул немножко. Я испытал чувство легкой эйфории и нереальности происходящего. Время словно остановилось. То, что было там, внизу, стало в этот момент, совершенно неважным. А то, что я встретил наверху, останется со мной навсегда. У каждого свои мотивы подняться на Шолбуздаг. Кто-то идет сюда за исполнением желаний, кто-то замолить грехи, другие за адреналином и эмоциями. Я поднимался на Шолбуздаг ради того, чтобы увидеть и запечатлеть красоту этой горы. Но кажется, я унес отсюда не только красивые кадры, но и что-то менее осязаемое и гораздо более важное.
Ганифа здесь прям обжился на Шалбуздаге. Это райское место. Не мешайте мне. Сонный час. Тихий час, точнее. Давай, давай. Что, у вас тут ЧП случилось? Разлился чайник? Да. О, беда, беда. Спасибо. Лучше, чем в Как просвет, где уверен? А следующая бомба. Ребята пошли дальше. На Куруш. Счастливого им пути. А мы спускаемся вниз. Вроде бы пора и закончить на этом видео, но после подъема следует еще и спуск. И это не менее ответственное мероприятие, которое тоже требует много осторожности и трудозатрат. Поэтому не забывайте, что спуск будет просто лишь слегка менее трудным и слегка менее длинным, чем подъем. Легко ничего не дается. Спуск – это важнейшая часть пути. Он опаснее и в чем-то даже сложнее, чем подъем. Ведь высок риск подскользнуться или упасть на острые камни. Гораздо легче оступиться именно на спуске. Когда вы спускаетесь, главное не торопиться и правильно ставить ноги. Когда мы спускались вниз, то оказались в загадочном тумане. Из него навстречу нам то и дело выныривали все новые и новые смельчаки. Наверх. Да, по тропе. Им можно было только позавидовать. Ведь впереди их ждут те невероятные эмоции, которые мы уже оставили за своей спиной и в своих сердцах. При обратном спуске стало достаточно промозгло, сыро, потому что мы спускаемся в облаке. Облака накрыли Шалбуздаг. И вот такие силуэты огромных гор скрыты сейчас облаками. Я лежу, отдыхаю, потому что я поднялся сейчас за своим штативом и вернулся обратно. Снова спустился, и просто силы мои на исходе. Какие мысли ко мне приходят в голову в этот момент? Что Шалбуздаг это просто не просто гора, это какой-то отдельный мир, отдельный причудливый мир, похожий чем-то на Марс, чем-то похожий на каменная совокупность ущелий и разных гигантских камней, маленьких камней. На Шалбуздаг обычно поднимаются, я не знаю, как сказать даже. Кто-то поднимается для восхождения Эльбрус. Вот сейчас мы встречали людей по дороге с Белгорода. Они вот на днях хотят, короче, покорить Эльбрус из-за первого восхождения у них Шалбуздаг из-за того, что, ну, чтобы привыкать к вершинам. А кто-то с интересом приходит посмотреть рассвет, а кто-то хочет вообще над облаками быть, вот, а кто-то просто марсианские виды посмотреть, а кто-то просто, не знаю, бывает и недовольны люди. Не Чем заходит. Ну, не заходит, просто одни камни что-то заходит, не знаю. Это редко бывает. Оставайтесь в пути вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал «В путь». Ставьте лайки, и все будет круто. Мы продолжим для вас создавать такой интересный контент. Я думаю, вам понравилось. У меня сели батарейки. До встречи в следующем видео. Рассказ о моих приключениях в Дагестане только начинается. В следующих видео вы узнаете, где меня чуть не смыло горной рекой, сколько раз я чуть не остался без квадрокоптера, как разъехаться на узкой горной дороге с горячим горцем и многое другое, за что я люблю Дагестан.